Древние сокровища Будвы где искать? Мандариновый рай, цукаты из цитрусовых. Масштабный праздник, посвящение рыбке. Приветствую, друзья! У нас новые декорации. Так выглядит Черногория в середине декабря. Готовимся к Новому году. Столько нового интересного вокруг. Причем оказалось, не нужно никуда далеко ехать. Хотим этим и поделиться. Сегодня выпуск у нас посвящен городу Будве. Будва – самый популярный у русскоязычных город в Черногории. Еще в 90-х годах это больше походило на поселок. Благодаря туристам он и превратился в город. А вот на такую мы вершину забрались. Вот она, здесь стройка идет, а здесь такая красивая Будва. Там машины ездят много. И мы сейчас будем колоть орехи. Сердце Будвы, конечно, старый город. Уж сколько о нем сказано и снято. Но в этом видео мы остановимся перед крепостными стенами. Задержимся там, куда обычно никто не смотрит. Вы не поверите, стою возле каких-то развалин, как назовут это 99% населения, мимо которых проходят все и даже их не замечают. Собачки здесь свои дела делают, дети карабкаются. А между тем, если и были какие-то важные археологические открытия в Черногории, то, пожалуй, и даже сенсационные открытия археологические, то, пожалуй, именно в этом месте. Дело в том, что в 1937 году здесь начали строить отель, чуть ли не первый в Черногории, и наткнулись на прекрасно сохранившийся некрополь, то есть кладбище по-нашему, и в котором куча золота. Урожай скажи. Урожай? А урожай чего, Лад? Мандаринов. А что ты будешь потом делать с мандаринами? Папу угощать. Папу ты угостишь. Потому что папа из Москвы приедет. Дети раскрыли все карты. Да, мы справлялись самостоятельно. И вот сегодня встречаем главу семьи из Зимней России. Порадуем поспевшими фруктами, только с дерева. Конец года, ноябрь-декабрь, на Средиземноморье сбор цитрусовых. Мы нашли такое прекрасное дерево, и не одно. Хозяева не хотят собирать. Дали нам добро, сказали, собирайте, сколько влезет. Название мандарин, по одной версии, пробралось с родины дерева, из Китая. И как-то связано с названием чиновников, которых отличали оранжевой одеждой. Мы предложили хозяйке собрать их для нее, но она говорит, что у нас их столько, что нам они совсем не нужны. А в магазинах тем временем так называемая мандариновая мармелада, джем варенье по-нашему, стоит в среднем 2 евро за баночку. Интернет полон рецептов переработки вплоть до цукатов из мандариновых корок. Можно ли купить такие в Черногории? Цукаты, мандарины. А почему? Потому что мандарины очень тонкая скорая и его тяжело заработать. Сейчас лимон еще не работает, потому что лимон еще зеленый, а апельсиновые корки, как цукаты, это идет нормально. И это всегда есть у меня. На площади возле мощных древних стен проходят все праздничные мероприятия Будвы. Некоторые очень экзотические, например, День Шируна, то есть веселье, адресованное рыбке под названием ширун. Представляете, у нас объявляют по центральному телевидению. Сегодня на Красной площади состоятся праздничные мероприятия в честь Дня селедки. Мы на празднике скумбрии, завершение летнего сезона в Будве. У нас сверхзадача. Нужно добыть скумбрию, которую здесь раздают, для того, чтобы показать вам. А очередь, как вы понимаете, не маленькая. Сегодня, чтобы взглянуть на найденные здесь сокровища, нужно сходить в Будванский музей в старом городе, недалеко отсюда, буквально 2 минуты ходьбы. Это изделия из золота, из серебра. Причем обнаружили здесь и римские гробницы, и греческие, и более ранние иллирийские. Большинство находок куда-то пропало, что-то осело в частных коллекциях. Но в
1979 году случилось в Черногории страшное землетрясение. И в период восстановительных работ Вновь наткнулись на этот некрополь и уже обнаружили более ранние захоронения греческого периода. И тоже масса ценнейших экспонатов отсюда вышла. Опять же, золотые украшения, серебро, изделия из бронзы. Уникальные вещи. Но самые ценные экспонаты сегодня находятся не в Будве, не в Черногории, а в Белграде и в Сплите в музеях. Сегодня мандариновые деревья на Средиземном море чуть ли не в каждом дворе и огороде. Сложно поверить, что завезены они в Европу были лишь в начале XIX века. Мандариновое дерево растет до 70 лет, развивается. Но плоды начинает приносить уже на 4-й год. Как сказала хозяйка, поливают они его летом теплой водой. Очень важно, чтобы полив был у дерева. И обязательно, конечно, приствольный круг окапывают. Китай, откуда пошла эта культура, производит и сегодня мандарины в огромном количестве. За процессом наблюдает смотритель. Чао, мальчика. Как вы думаете, во сколько раз больше Поднебесная ежегодно собирает мандаринов, чем ее ближайший конкурент из Европы? Ответ будет в конце нашего выпуска. Вот пришли на рынок, ищем цукаты. А сложно сделать цукаты? Процесс производства трает 5 дней. Значит, это варится 4 раза, но нужно знать, сколько времени и на какой температуре. А потом это, когда сцедится, потом валяется в сахар. Не только да будет сладко, только заради этого, что сахар собирает влагу из его. И, значит, нужно 5 дней процесс производства одного продукта. И потом на конце идет нормально в сушилку. А сушилка натуральная, на воздух, нет электрическая. Электрическая за другие продукты. День Шируна. Что это за рыба такая? Не раз она выручала местный народ в голодные годы, за что ей и почет. Заглянув в словарь, я сделала пост в Фейсбуке о том, что это скумбрия. Все просто. Наша, родная. И что вы думаете? Разразились нешуточные споры. Местные рыбаки давай строчить, что скумбрия – это совсем другая рыба, дорогая. А ширун – типа как у нас минтай. Рыбаки, отзовись. По-русски, что это за рыба такая? Нам, конечно, на празднике попробовать рыбки не удалось. Но мы не расстроились, заслушавшись советскими шлягерами. Вот это так называемые ассуарии, где здесь хранили урны с прахом. Урны были из камня в римский период, каменная оболочка, так сказать, и внутри стеклянная ваза уже непосредственно с прахом. Кто сейчас заподозрит, что в этом ассуарии рядом с урнами с прахом столько сокровищ могло лежать? Раскопки на месте древнего некрополя в Будве, находки, подтвердили, что территория эта заселена была уже за 5 веков до нашей эры. Иллирийцы тогда были на этих землях. К 3 веку до нашей эры греки преобладали, а в 1-2 веках нашей эры римская культура развивалась, причем достигла максимального расцвета в сравнении с предыдущими эпохами. Свидетельство тому и остатки прекрасных мозаичных фрагментов отделки помещений. Сейчас эти раскопы похоронены под нынешней гостиницей «Овала». Взглянуть на мозаику – археологический музей в старом городе Будвы. Соф, сколько хозяйка сказала лет этому мандарину? 40. На ты. 40 лет, да? Этому дереву. Говорит, Да. нужно обрезать его, оно очень хорошо обрезано. Каждый лист на дереве живет 2-4 года. В странах Северной Африки, где мандарины производят на экспорт, обработку деревьев на плантациях производят более 20 раз. Вот чем отличаются эти, домашние, от магазинных фруктов. Приятно, что эти цитрусовые натуральные, без химикатов.
К сожалению, дерево, конечно, от этого страдает. Вот, например, такое количество шли здесь. Но известно, что плантации цитрусовых, например, в Тунисе, да и вообще по Средиземноморью, Марокко, обрабатываются за год больше 20 раз химикатами. Зато, в отличие от магазинных, эти мандарины можно есть прямо с кожурой. Она очень полезна. Из корки делают настои, которые и от кашля помогают, а сок, втираемый в больной участок, даже, говорят, грибковые заболевания вылечивает. Там уже у меня много. О, ничего себе! Вот. А вот мои. Пойду виноград собирать. Если бы мы не собрали эти мандарины, они бы просто сгнили. На дорогах в районе Черногорской столицы частники продают мандарины ящиками. Можно купить по 5 евро за 10 килограммов. А вы хорошо по-русски говорите, да? Немножко говорю, это еще из школы осталось. А здесь есть много русских, и что знаю, кто культурный, хороший человек, я его говорю по-русски, а знаю быть тоже неприятный, если человек не культурный. А вот и ответ на вопрос, прозвучавший в начале ролика. Китай, безоговорочный лидер в мандариновых делах, собирает их более чем в 5 раз больше, чем его ближайший европейский конкурент Испания. Китай ежегодно 17 миллионов тонн, а Испания, занимающая второе место среди ведущих мировых производителей этих оранжевых цитрусовых, 3 миллиона тонн. В пятерке мандариновых лидеров за Китаем и Испанией следуют Турция, Марокко и Египет. На этом все. Надеемся, что было вам интересно. Кстати, если что-то полезное для себя нашли, предлагайте нам рекламу. Не сочтите за труд комментарий оставить. Для нас это очень важно. Понимаем, что не в пустоту стараемся. Всего вам доброго. Да, забыла сказать, что несмотря на такую погоду, в Черногории тоже ощущается приближение новогодних праздников. Взглянем на ночную Будву.